Всем здравствуйте, добрый вечер! Добрый вечер. Добрый. Из солнечных Арабских Эмиратов, а именно Рас Аль Кхаим. Сегодня в этом видео мы поделимся своими впечатлениями от отдыха и пребывания в этом замечательном Эмирате. Итак, прилетели мы сюда не по приглашению, поэтому все оплачено из собственного кармана, к сожалению. И прилетели мы сюда на уральских авиалиниях. Самолетик называется 321. Боинг. Нет, Аэробас. Аэробас 321. Ну, достаточно крупный, но туда напихали, конечно, очень много сидушечек, поэтому, конечно, для коленок места очень мало. Самое главное, что питание, конечно, включено, кормят на борту, потому что когда 2 года назад именно в это время, а 5 ноября это не просто так дата, это дата нашей свадьбы. И сегодня у нас 14 лет совместной жизни. Поздравляю тебя. Взаимно. И тогда мы летели, конечно, очень интересно, нас не предупредили, как раз Библиоглобус был, что в самолете питание отдельно нужно заказывать, иначе ты ничего не получишь. Мы не знали, не заказали, соответственно, кому-то принесли еду, кому-то нет, нам нет. Ну, было так себе. А теперь вот, пожалуйста, да. Хорошее питание, все понравилось. Долетели достаточно быстро, 5,5 часов, все прошло хорошо. Быстро прошли таможню, потому что, как я сказал, сам самолет не очень большой, и туда, скорее всего, вот Рас Аль Кхаим это международный аэропорт, но туда направляют именно небольшие авиалайнеры специально, потому что сам по себе аэропорт тоже маленький. Там всего двухэтажное здание, я не знаю, сколько там квадратных метров. Прошли быстро всю таможню, поставили нам необходимые штампики, паспорта, все. Получили билеты, получили багаж и все, сели в автобус. Дождались, пока все остальные получат багаж, поэтому если вот кто-то спешит и у кого-то есть такси, а не пользуется трансфером, то тогда да, тогда это имеет смысл. Но это не важно. Самое главное – приезд в отель. От международного аэропорта Рас Аль Кхаим до нашего отеля мы ехали 40 минут. 40 минут. 40 минут. А наш отель называется Альхамра Резиденс. И это получается уединенный, отделенный вообще от основного города, да, обособленный отель. И выглядит он, конечно, шикарно. Я сейчас ставлю эту картинку. Это как замок, особенно ночью. Подсвечивается он просто волшебно. Быстро нас расселили, и мы получили вместо маленького номера, потому что так получается при заказе, у нас ведь 3-й человек сегодня с нами приехал, и так получилось, что какая-то путаница образовалась, и вроде как 3 человека, рассчитано, что 3 человека приедут, а номер рассчитан только на 2. И вот у нас дополнительное местечко, дополнительную кровать, дополнительное спальное место нам выделили. И, соответственно, большой номер. Номер действительно большой. Мне кажется, здесь конечно, больше 50 квадратных метров. Да, это, можно сказать, двухкомнатная квартира, апартаменты. Огромный коридор. С правой стороны отдельная ванная комната. Их, кстати, здесь 2. Следующая комната – это настоящая мини-кухня. Кстати, все работает, и мы варили здесь креветки, жарили сегодня мясо, до этого делали крабов. Главная, основная комната-гостиная. Мы, конечно, здесь уже обжили все, поэтому извиняюсь за то, что разбросаны вещи, но лучше поздно, чем никогда, сделать рум-тур, да? Большая, огромная комната, замечательные потолки двухъярусные, диван, 2 кресла, стулья. Единственное, что пришлось сделать, так это у нас дополнительное спальное место организовать, потому что с нами 3 человека. И номер даже такой большой рассчитан, оказывается, на 2. Тебе повезло. Теперь входим в основную комнату, это спальня. Огромнейшая кровать, где-то, наверное, 2 на 2. Кстати, спится здесь очень хорошо. Наверное, потому что у нас, в принципе, и дома точно так же организована вот такая кровать, также шторы закрываются очень плотные, так что мы не видим никакого даже восхода солнца, если не заведешь себе будильник там часов где-то вот на 6:15.
И вторая ванная комната. Она уже действительно с ванной. Надо только следить за тем, чтобы стекло немножко вот заходило за ванну, иначе получается наливается сюда целый поток. Огромное зеркало, также есть зеркало увеличения. Обязательно рядом с каждой раковиной гели для душа, для рук. Здесь очень сложная геометрия. Этот угол, он не прям 90 градусов, он развернутый, а вот эта стена, она полукруглая. Сейчас попробую показать. И интересно то, что можно со всех комнат выйти на балкон. Балкон у нас поистине огромный. Просто огромный. Везде можно посидеть, попить кофе, чай. Вид шикарнейший. В том числе и на море, на залив. Этот балкон также продолжается, и он около, наверное, 18 метров. Да, вот такой вот огромный. И что мне больше всего вот, удивило, что у нас есть возможность перелезть и выйти на крышу. Да? Это, конечно, технические уже коммуникации здесь находятся, но возможность-то есть, почему этим не воспользоваться? Отсюда видно, ну, допустим, поле для гольфа с одной стороны. Парковку при отеле. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь играл здесь, в этом поле для гольфа, а вот сейчас там, получается, кто-то даже играет. Похоже, тренер учит желающих, как правильно бить по мячу. Гольф, наверное, это такое мероприятие, такая игра, когда тебе совсем делать нечего. Весь отель выполнен в едином стиле. Здесь еще идут какие-то ремонтные работы. И, кстати, всю крышу они сделали из плитки. То есть нет никакого там рубероида, да, или какой-то полиуретановой гидроизоляции. Все из плитки. Ну, здесь нет особо дождей, поэтому, ну, наверное, в этом и нет необходимости. Окна, конечно, давно никто не мыл. Самое интересное, что вот по вот этой кровле, да, можно выйти на ряд других отелей. Я тоже сначала подумал, что все это одинаковое. Нет, это единое архитектурное решение, а вот объединяет оно, наверное, около 3 отдельных отелей. Может быть, один, конечно, владелец, но получается, что один отель 4, другой уже 5. И сейчас мы, если получится, если дверь открыта, мы зайдем и посмотрим. Вот, кстати, выход на пляж. Отсюда все прекрасно видно. Напротив нас тоже отель, который, ну, всегда вот так светится, как будто, я не знаю, как НЛО какое-то. Это все утеплитель, оказывается. Недавно сломали, здесь работают альпинисты. Кстати, вот это, да, монолит. Вот здесь они пристегиваются и как раз спускаются вниз. Вот если здесь сейчас открыто окно, вот эта вот дверь, мы посмотрим. Может, будет возможность как раз зайти. И этот отель, это уже отель 5. Нет, не сегодня. Закрыли. Жаль. Там вот, насколько смогу, покажу. Все настолько грандиозно. Вот это вот колонны, которые удерживают, в свою очередь, стены вот этого огромного купола. Да, 2 санузла.
на санузла. И плюс еще кухня И кухня. даже есть. Правда, без посуды. Без посуды. Сегодня суббота, музыка уже играет вовсю, а значит, там будут угощения, в том числе и из морепродуктов. Я узнал за одно, не за одно блюдо, а за одного человека, который может съесть неограниченное количество. Там есть мясо, хот-доги или гамбургеры, и в то же время креветки, немножко каких-то морских деликатесов. Так, микс, как мне сказали, что-то там торчит. Возможно, крабьи щупальцы. За одну тарелку 180 дирхам. Если так посчитать, в принципе, это около, наверное, 5000 рублей. Я вам сейчас покажу, как можно подешевле это все дело организовать в своем доме. Так как у нас есть замечательная кухня, в которой нет, конечно, никаких ни тарелок, ни кастрюль, ничего. Зная это, очень важно, когда я прочитывал отзывы, мы узнали, что люди отзывы оставляют, что нету ничего, ни сковородки, хотя есть, пожалуйста, плита, да, я включил на 45 у них ампер, да, мощный достаточно, все прогревается. И зайдя в обычный супермаркет, мы купили больше килограмма, вот здесь вот килограмм 4 грамма, да, за 55 дирхам. То есть у нас замечательных креветок больше килограмма, таких вот королевских, тигровых, сочных. И мы сейчас это все дело заварим. И где заварим? Нет, не простая вода. Воду я взял прям с моря, да, с залива, можно сказать, да. То есть она уже соленая, все. Попробуем так делать, как делают моряки. Да, они прямо у себя на судне отваривают в этой морской воде и говорят, что просто волшебно получается. Вот я всегда тоже хотел так сделать. Поэтому вам лайфхак. Если есть, наверное, странно то, что я потащил с собой кастрюлю в Арабские Эмираты, но вариант отдавать за одного человека, она строя по 180 дирхам, это, наверное, такое себе, да. Все равно ты не съешь больше 1 килограмма креветок, да? Или потом на следующий день будешь мучиться, если напихаешь и мясо, и креветок, и еще крабьих какие-то там чешуи. Поэтому сейчас я буду готовить, супруга мне поможет, и потом покажу, что получилось. Завтра даже попытаемся пожарить стейк, потому что в магазине, который здесь рядом, все это можно приобрести по очень нормальной цене.
затарились. А мы решили взять двухразовое питание. Это завтрак обязательно, а дальше обед или ужин. Но в обеденный перерыв, как мы поняли, если кто-то на завтрак что-то не доел, то обеденные блюда, они как раз вот подразумевают, что будет использоваться именно, допустим, не доели какие-то помидорки, то нарезанные отдельно, то на обед мы обязательно увидим салат из этих помидорок и, соответственно, туда добавить какие-нибудь фрукты или дополнительные овощи, или, может быть, нарезанные кусочки колбаски. А здесь любит мешать все подряд. Так везде делают. Везде делают. Везде Это правильно. смешивают. И это правильно. Овощи, фрукты, сыр, там, Ну, сметану, конечно, все подряд. зачем выкидывать хорошие продукты, когда так есть? Но я хочу сказать про питание. Мне кажется, что в избытке любые блюда, и там, как в принципе говорили о том, что разные кухни используются, итальянская, там, индийская, местная кухня. Какие-то есть, конечно, блюда, которые нам вообще непонятны. Они непонятны ни по виду, ни с чего вообще они сделаны, и по вкусу тоже на большого любителя. Ну и много того, что мы действительно понимаем, любим. Ну, картошки печеные, там, колбаски, мясо в избытке. Единственное, что только вот на обед мы один раз пропустили ужин из-за экскурсии, об этом еще вернемся, и попросили, нам перенесли. То есть в обед мы тоже пришли и увидели, что вообще происходит. Очень мало супов. Вот я бы А хотел если сказать. есть, то какие-то морковные, свекольные, А это значит кукурузные. только там морковка, Да, без, только без там всего. свекла. Все остальное можно добавить самому, конечно. Но я вставлю отдельное видео. Сейчас у нас завтрак, и я как раз покажу, какие у нас продукты. Сок огурца и мяты. Отлично, отлично. Вот сюда есть дынька и много хороших вкусных ананасиков. Они здесь действительно сочные, сладкие. Дынька немножко кажется всегда зеленой. Не знаю, с чем это связано. Наверное, боятся, что она испортится. Кстати, если арбузики такие розовые, это ничего не значит. Они очень сладкие. Сочные, вкусные яблочки. Возьмем с собой. Каши, йогурты, всегда свежая нарезка. И, кстати, все то, что мы не успели съесть на завтрак, это все перерабатывается и идет в салаты уже на обед. В принципе, хорошо. На любой вкус. Очень мне нравится лимонная заправка. Обожаю. Еще с Египта полюбил, когда помидорчики, сам набираешь салатик, огурчики. Кстати, с помидорами здесь небольшая проблема. Их, как правило, почти и нет. Вчера вот я только увидел, в миске там чуть 10 было нарезано. А так всегда есть огурцы и салат. Тут вот темная колбаска невзрачная, на самом деле очень вкусная. Мне даже она больше понравилась, чем вот эта. Типа под докторскую. Кстати, если мы их тоже не съедим, в обед их пустят в какие-нибудь салаты. Возьму еще немножко. Тебе тоже взять? Ну, давай. А вот про что я говорил. Это все, что остается от помидорок. Поэтому здесь как бы не совсем проблема. Знаем помидорки. Очень. Полумедом. Ну, что-то такое. В виде супа, я так понимаю. Вот он, каша пошла. Да, кстати, помидоры всегда есть почему-то печеные. Ну, наверное, они так, в принципе, привыкли их кушать, да? Возьмем. Скажи. Наггетсы вкусно. И скрэмбл eggs. Английское блюдо. Отлично. Сыр. Соус все. Обязательно есть рис или вермишель. Картошечка жареная. И по утрам делаю яичницу прямо при тебе. Потом покажи, пожалуйста, какие там сладости. Отдельный стол со сладостями. Масло, джемы, разные булочки и потом готовые булочные изделия. Такие крендельки. Вот эти очень вкусные. Круассаны, булочки с шоколадом. И можно самому делать тост.
Кстати, если тост мы не съедим, то он появится скоро. Панкейки. Отлично. Возьмем один на пробу. Он появится здесь, заправляют шоколадным муссом. И получается вот такое вот интересное блюдо. Вообще все очень интересно. Каждый раз есть дыни, арбузики очень сладкие, дыньки, конечно, немножко зеленоваты, но ананасы здесь сладчайшие, я хочу сказать. Слаще, чем баночки у нас в туре. Да. Но 50% одно и то же. Это овощи, фрукты, что там бывает, Немножко проблема. сладости. Вот. Ну, а остальное что-то меняют они все равно. Где-то сок свежевыжатый вот давали нам из огурца и лайма. Где-то был итальянская кухня. Сегодня пицца была. Шашлык они готовили. То есть для детей и фри есть, и наггетсы, как кто любит. Поэтому... Один нюанс. Да. Если вы берете, конечно, все включено, то вам дают, ну, вот эти вот бирочки зеленого и красного цвета, и тогда вы можете, конечно, приходить сколько угодно раз. И рядом с бассейном есть дополнительный бар, там можно брать любые напитки, в том числе алкогольные. Для меня это было немножко, ну, удивление, потому что в Шардже, хочу сказать, что Эмират Шарджи намного Строже. консервативнее, да, здесь как-то все более лояльно. Здесь можно взять пиво, алкогольное, Бэкс, по-моему, они там выдают, в том числе красное и белое вино, сухое, но какое? Алкогольное. Угу. Да, и, конечно же, какие-то дополнительные алкогольные даже микс-напитки, какие-то коктейли, даже водка есть. Господи. Нет, но все равно это все напитки местного производства. Возможно. Да. Не спорю. Хотя здесь, мне кажется, это все привозное. Потому что Эмираты очень американизированы. Они даже, по-моему, читаются так же. Вот смотри, Соединенные Штаты Америки, а тут Объединенные Арабские Эмираты. А Эмират – это штат. Так, как нам сказали на экскурсии. Потому что на экскурсии мы побывали в Дубае. Это была обзорная экскурсия. И если вы соберетесь куда-то вот прокатиться для того, чтобы посмотреть вот Дубай, он как бы такой более развитый Эмират, потому что там уже даже места не осталось. Там сказали, 85% уже застроено. И там действительно есть на что посмотреть. Но на этой экскурсии в самом начале, хочу сказать, вас обязательно повезут ну, на такой вот рекламный тур. Как, ну, это называется старая аптека, но это совсем не старая и не аптека. Ну, вначале, да, курсовод расскажет, насколько целебные вот эти масла, несколько раз об этом повторит, они излечивают абсолютно все. И потом, когда вы туда приедете, какая-то там, я не знаю, заброшка рядом, поле, и вот там, да, завели 50 человек в эту душную комнатушечку и попытались побыстрее рассказать, что эти масла холодного отжима, они... от всего на свете. Да, она говорит, вы можете, болит голова, втирайте в голову, болит живот, пейте его. А если вдруг захочется там масло чем-то, ну, салат заправить, этим маслом заправьте салат и съешьте его. Все замечательно сразу будет, все болезни излечатся. Вот, очень много на мужское здоровье намекала, на женское. Ну, в общем, разводила его полное. И главное, не в долларах все, а сейчас 50% скидка. Ну, вообще просто. Имейте в виду. Да, просто об этом надо знать. Следующая остановка на этой экскурсии – это как раз рыночек. Ну, рыночек – это тоже разводилово. Там, получается, есть единственное, что он говорит, там мороженое, которое делается из молока верблюда. Ну, если ты находишься в Арабских Эмиратах, ну, ты хочешь попробовать что-то такое. Вот. Но имейте в виду, что один маленький шарик будет стоить баснословных денег. Можно в обычном супермаркете купить целый лоточек мороженого, килограмм за эти деньги. Вот. Ну и, конечно, все остальное. Духи, вот здесь вот очень распространено. Привезти, наверное, так никто не ходит. Привезти туристов, и они вот точно там все наберут. И даются на это целый час будет там бродить. Поэтому подкован, значит вооружен. Но следующий этап экскурсии меня уже вот заинтересовал, потому что дальше мы уже пошли смотреть золотые ворота. Рамка. Золотая рамка, да. Она действительно золотая. 100 килограмм золота чистого было использовано.
Вот. Ну, мы не заходим на этой экскурсии, потому что там, как и везде, ждать час-полтора в очереди. А здесь, я так понял, все очень любят тебя ставить в очередь. Прям вот как Ну, поток большой туристов. по линеечке в школе, да. Действительно, поток огромный. Там, может быть, десятки тысяч человек проходит за один день. Ну, а сейчас ноябрь, самый сезон. Ну, потому что летом у них жара невозможно. Сейчас самый сезон. 32, комфортно. Ночью 20, сколько, 3? 23 ночью, 23. 32-33 Мгм. днем. Температура воды 31,5 В воду градусов. залезаешь как в ванную. Поэтому вообще. Да, я даже не помню, где это вообще такое. Когда было. такое было. Да. Вот. Но вот эти вот золотая арка, она как бы, когда ты поднимаешься, должна визуально разделить, и ты увидишь с высоты птичьего Там полета. старый, получается, город и новый. Старый Дубай, новый Это, Дубай, Да, застроенный. просто делит Ну, город на две части. Но сейчас кажется, что весь Дубай новый, потому что там такие здания, я сейчас тоже вставлю это видео. Всем привет! Находимся у Золотой арки. При ее строительстве было задействовано 100 килограмм настоящего чистого золота. И тот, кто ее придумал, там какой-то американец, по-моему, получил $100 тысяч только за одну идею. Те, кто поднимаются наверх, там просто долго надо ждать, очередь, как всегда, вон, здоровая, там 1,5 часа, наверное, и 60 дирхам надо заплатить. Кто поднимается наверх, видит, что с одной стороны старый Дубай, а с другой стороны новый, отстроенный в американизированном стиле. Хотя тут все американизировано. Но самое главное и самое интересное в нашей экскурсии, это было вот это вот дерево, вот этот искусственный остров. Пальма. Постройка, пальма. Пальма. Чего? Джумейра? Джумейра. Да, пальма Джумейра. Как раз там, где Павел Дуров купил себе эту замечательную виллу. Да, да. Там, кстати, виллы продаются от 600 миллионов рублей. Поэтому... Почему рублей? Долларов? Нет, это я уже перевел. Специально, чтобы люди... ты уже перевел? Те, кто не знали, что в дирхамах. В дирхамах 20 миллионов дирхам. В доллар там тоже как-то переводить. Это это минимум, значит, может быть еще больше. Может 30 миллионов Ну, дирхамов. это значит самая маленькая. Да, самая маленькая. Метр на метр. И когда мы проезжали, потому что в экскурсии предполагает, что мы еще на монорельсе прокатимся. Всего одну остановочку. Ну да, и там даже можно посмотреть, где Павел Дуров. Мы сказали, вон там, вон его вот со стеклом. Мы посмотрели. Да. Рядом с Криштиану Рональдо. Да, да. А действительно, так или нет, нам все равно. Ничем не Нам куда отличается. угодно тыкни и все. Тут же мы в Рас-эль-Хайме, когда искали супермаркет, он, кстати, находится от нашего Аль-Хамра Резиденс буквально в 3 километрах. Мы также проходили мимо частного сектора людей, которые там живут. У них тоже небольшие участочки, там небольшие домики, все в американизированном стиле таком. И очень похоже на то, что там. И мне кажется, там стоит это в 20 раз дешевле. Хэллоуин здесь также празднуют. Да. Чтобы посмотреть на эту пальму, мы заходим в специальное здание. Здание, как мне кажется, живет только тем, что продает билеты на свою смотровую площадку для того, чтобы посмотреть с этого. 52 этаж. А, как это строится? Inside water depth is 20 meters, while outside of the Next Great step, Wall, please. the water Step, depth please. is 30 meters. Welcome to interactive flooring. Here on the floor, we can see a short presentation about Palm Jumeirah Festival starting with the Great Water, which is 11 kilometers to protect the island from waves or any natural elements. Next step, please. 7 million tons of rock was used as the foundations. $120 million tons of sand was...
эта рамка уже вся пропала. मग तिकडे जाऊन बघणार आहे. तू पण यायचं आणि छान वाटलं तर तशी तिकडे जाऊन बघायचं सावली. तिकडे काय दिसते बघ. Так, у нас там Да? Целое здание работает только на то, чтобы просто вот показать эту пальму вот с высоты. Ну, да, Ну, там расположены самые дорогие отели. конечно, Соответственно, конечно. самый красивый, самый лучший. Что тебе понравилось больше всего в экскурсии? Всё. Все понравилось? А мне больше всего понравилась завершающая его часть, потому Да. что все это время мы были, ну, как бы без питания, там водой нас снабжали, это понятно, дикая жарень, но питание у нас подразумевалось на экскурсионном пароходике, кораблике. Вот это мне тоже понравилось. Это Больше волшебно. всего. Да. Второй этаж, Да. открытый вверх. Нас катают по этим каналам, ну, прям как Вкусная в еда. Италии. Да, сзади тебя рядом вот эти небоскребы, которые подсвечиваются еще там. Через полчаса уже подсветка началась. Это зрелище. Каждый небоскреб в метре друг от другого. Они, в принципе, все разные. Ну, это грандиозное зрелище. Да, Вообще да, грандиозное невероятно. зрелище. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Уже, конечно, свечерело и все, но мы как раз успели, буквально прям минуту в минуту, на поющие фонтаны. Каждый раз, когда я видел эти поющие фонтаны по телевизору или где-то там вот в обзорах, я думал, ну это такое прям зрелище грандиозное. Оно действительно интересное, но его всегда показывают с высоты. И тогда тебе там это все видно. А когда ты в первых рядах, но в толпе, ну ты видишь, когда подпрыгивает водичка в такт музыки, она подсвечивается. Я тоже включу для тех, кто не знает, что это такое, эти поющие фонтаны, посмотрите. Там
самое главное, что рядом вот это вот Бурдж-Халифа, Бурдж-Халифа. она подсвечивается, ну вот прям как в Токио. Там, мне кажется, и реклама, и чего только нету. Ну, она подсвечивается в цвет флага Каждый Арабских день Эмиратов. получается. Нет, она во все подсвечивается. Там Потом по она окнам бьет. подсвечивается, когда фонтаны начинают петь, и они, эти фонтаны, соответственно, поют под цвет вот этой Бурдж-Халифы. Да, а там ведь жилые есть апартаменты, и люди, которые там их купили, должны понимать, что каждый день у них будет в окнах вот это. Ну, у них, наверное, Да. серьезная шумоизоляция Ну, так или иначе. и светоизоляция. Да. Так получилось, что мы были в самом Дубай-моле уже под вечер воскресенья. Воскресенье. Да, народу не продохнуть. И дают всего там свободного времени час 30, час 40. Тебе стоит подняться только хотя бы там на другой этаж на эскалаторе, хоть что-то посмотреть. И все. Обратно, чтобы вернуться и не заблудиться, не пропасть там, это не знаю, что нужно сделать. Но мы что За смогли веревочку сделать? идти. Это только сходить в уборную, посмотреть аквариум. Походил акулочек накормили. Зашибись, подошли. Да, аквариум. Подняться, найти точку быстрого питания, соответственно, Быстро перекусить. перекусить, и даже мы опоздали. Чуть-чуть мы заблудились в этом торговом центре, потому что он очень большой, и, как сказал гид, нужно 3 дня дня. 3-4, да, чтобы его полностью обойти, но, скорее всего, будних дней, а не Да. выходных. Дальше, конечно, возвращаемся назад, ну, где-то около 1,5 часов. 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно. Интересная, но утомительная экскурсия. Одним днем достаточно. Уже больше туда и не хочется. Конечно, кто-то выбирает, возможно, если отдых в Арабских Эмиратах в Дубае, то должен понимать, что это такой вот интенсивный, наверное, такой вот постоянно активный отдых. А те, кто хотят именно отдохнуть и душой, и телом, понежиться на пляжике, то Рас-эль-Хайма, ну, это лучший вариант, потому что именно здесь такая большая береговая линия. Я помню, как 14 лет назад мы были в Шардже, и там, по-моему, береговая линия при отеле Шарджа Хоутел, она была, ну, не больше, может, 60 метров. Но она небольшая совсем Очень была. маленькая, да. Здесь же береговая линия мне напомнила Оленевку или Оленевку крымскую. У меня есть видео, если кто не видел, я оставлю ссылочку в описании, посмотрите. Шикарный пляж с небольшим нюансом. Каждый вечер вода уходит с пляжа. Ну, отлив. Вот такое вот интересное явление Метров на природное. 30 уходит, да, вода. Да, да, да. Так что если вы что-то хотите там найти, взяли с собой там, маску, там, очки, то в этом даже смысла нет, потому что надо просто подождать до вечера. Вода ушла, и можно ходить, там вот люди собирают ракушки. Ракушки красивые. Ракушки красивые, Да. большие, красивые. очень Да. вообще прекрасно. Крабы есть. Сегодня я встретил 4. Достаточно большие такие, Семья пришла. размером, да, с мой кулак. Вот, а он такой еще там ходил, защищал прям. Мистер Краб защищал свою территорию. Да. Я плаваю сверху, он прям меня увидел, и вот прям туда-сюда за мной ходит. Красиво. Я, конечно, его отпущу, если не буду. У меня большие крабики, это совсем маленькие. Если с ними... Интересно, интересно. Ну, если кто хочет половить крабов, это можно. Можно, в принципе, на Алиэкспресс заказать такую палочку, которая вот их так щипает, поднимает, чтобы руками не трогать. Потому что некоторые крабы, я тут заметил, у них дополнительные как раз вот на панцире... Боковые такие эти, да? Плавники? как- Нет, Нет, штыри такие. штыри, да, ну как иголочки такие вот дополнительные. Мгм. Специально, чтобы их так не брали. Ну, природа придумала, наверное, такое. Ну, вот.
там, в том же самом супермаркете этих крабов можно, вот мы троих купили за 29 дирхам. Даже почистили их. Да, да. Раскрыли панцирь, промыли вот эти жабры Показали, или еще промыли, что-то. Да. и всё. Все не сварили. На вкус как раки, только морские. Ну, в принципе, да. можно Очень поесть. нежное мясо, вкусное. Да, да. И, в принципе, есть рыбы. Я видел несколько рыбок в виде анчоуса, несколько рыбок, наверное, как минтай. Вот. Возможно, есть скаты, но я с ними как-то не особо ищу встреч. Вот. Поэтому мне пока ни один не попался. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster. Там камней каждый день. И вот он экскаватором, погрузчиком своим насыпает эти булыжники, потом будут отсыпать песком. И тем самым увеличивать береговую линию. Или волнорез какой-то, ну что-то так вот. И там за ним шикарный пляж. Он, как правило, всегда пустынный. Он глубокий, да. Хороший заход, чистейший, вода теплейшая. И как всегда, сейчас вечер, и отлив убрал, ну, приблизительно, наверное, метров 15 воды. Ну и глубина сильно ушла. То есть сейчас мне по колено, там, где сегодня утром в 11 часов еще было, ну, наверное, больше 2 метров, потому что я нырял, мне скрывало с головой. Вот, можно видеть как раз. Ну вот, смотри, даже здесь вот ракушки еще поприлипали, да? Ну-ка. Да-да-да. О, хорошо держишься. Молодец. Раз и закрываемся, да? Угу. Все ракушки здесь прям красивые. Много крабиков. Замечательно. Сегодня как раз я выпустил одного из крабов, которого поймал там на пляже, можно сказать, голыми руками. И вот у него здесь теперь новый домик. Кстати, лучшее место ему нашли. Загадал желание, так что надеюсь, как в сказке с золотой рыбкой оно сбудется. Отлив можно использовать для замечательных пробежек. А этот замечательный пляж я еще покажу завтра утром. И мы как раз сравним, как он выглядит до и после отлива. Вот на том же самом месте. Около 6 вечера, и можно наблюдать такую картину. Там, где сегодня в 11 утра была вода, она настолько быстро ушла. Да, к вечеру, не знаю, пляж оголился метров на 30, может быть даже 35. Завтра утром я покажу в этом же месте,
где волны как раз накатываются, куда подходит край воды. Вот эти желтые баллоны все плавали. Честно говоря, я впервые вижу такое природное явление. Интересное. Интересно. Тот самый пляж, тот самое любимое мое место. В 11 часов дня вода вернулась, все камни в воде. И этот уединенный отличный пляж всего лишь скрывается за этой каменной стеной. 10 минут ходьбы и уединение. Здесь вода и чище, и, может быть, даже и теплее. Тут, наверное. тут как бы, да, нету самой как бы такой градации, где следующий начинается отель. Но, ну, кроме таблички, может быть, где написано, что территория пляжа, да, заканчивается, да, и дальше начинается, возможно, территория другого пляжа. Охранники, ну, периодически могут, как бы, особенно если вечером там гуляешь, сказать, что вот вы из какого отеля, поинтересоваться, и просят там не купаться в их бассейнах, что мы не можем пользоваться ничем, хотя... Если они вдруг отвернулись, я пока не поговорил с ними, пользовался. Вот. Очень интересно это все дело, да. Поэтому запомните, в любом отеле, уже как только темнеет, запрещено купаться что в заливе, что в бассейне. То есть, получается, как только оттуда уходит спасатель, все, запрещено купаться. Но не в нашем. В нашем отеле обычный самый бассейн. Кстати, глубина там разная. От 1,30 м до 2 там, с чем-то. Там и взрослые, и дети, все. До 9 вечера со среды по воскресенье. Тренажерный зал имеет достаточно современные тренажеры, спортинвентарь. Единственное только, что в самом телевизоре, где информация об отеле, сказано, что можно пользоваться им 24 часа в сутки. Возможно, так и есть. Но на самой двери теперь изменили, что до 10. До 9. До С 9. 6 утра до 9 6 до вечера. 9. Ну, что-то, может быть, поменялось. Если говорить об эмоциях, которые мы получаем во время этого путешествия, то все, конечно, вначале было двояко, если в сравнении. Но потом ты втягиваешься. Тебе нравится еда, нравится пляж. Ты находишь для себя то, чем любишь заниматься. Оля, допустим, полюбила в тренажерный зал ходить и ходит даже без меня. Да? Максимке понравился этот бассейн. И так как мы не брали все включено, но нашли эту зеленую бирочку, то Это можно не говорить. подходим и тоже берем Это секрет. эти напитки, да, Это тоже запикаешь. все так интересно получилось. И то, что есть возможность, ведь рядом с нами есть еще один отель, да, он как бы объединен в одно здание, но это совершенно другой. 5-звездочный. Ну да, это отель Там- выше уровня, соответственно. Там какие-то, в принципе, королевские, даже коридоры. Не то, что Да. номера, Я коридоры. вставлю немножко вот этих фото, Стены, вот этих видео. Все, потолки сделаны, я не знаю, как будто там можно Мягкий жить ковер в коридоре. и спать. Да, двери там совершенно другие. Ну, в общем, другой уровень. И вот и всегда радует, что ты можешь прогуляться и как бы, развлечь себя вот такой вот экскурсией, да, вот, увидеть. Но сейчас все понравилось. И больше всего это экскурсия. В Дубае на теплоходике там. Если вы ни разу не были в Рас-Аль-Хаймре, мой совет обязательно посетить и выбрать вот именно Аль-Хармра Резиденс, потому что здесь вот именно обособленное место в удаленности от основного шума гамма. Вот, поэтому мой совет – приезжайте, тем более, что скоро этот Эмират очень сильно прославится, потому что здесь
будет первый такой огромный, да больше даже, чем, наверное, в Лас-Вегасе, такое казино строится. Да, по-моему, на Насыпном, да, где-то острове. Что-то такое, да. Разрешили общем, наконец-то да. шейхи, сказали, что да, вот у нас будет казино, теперь сюда будут приезжать, тут будут играть вовсю. Стройка идет круглосуточно, он светится все вокруг. Здесь не берегут свет, подсвечивается абсолютно все. Это как, вот знаешь, как показатель своего достатка, когда ты одеваешь вот все золото, что у тебя есть, для того, чтобы вот, показать, что оно у тебя есть. Да, общественного транспорта нету, только такси. Поэтому будьте готовы либо такси, либо вы берете машину в каршеринг. Вот, соответственно, ну, причем нужно иметь международные права. Да. И, кстати, для тех, кто не знал, в Арабских Эмиратах, оказывается, как мы узнали из экскурсии, нет никаких налогов и нет никаких пошлин. Именно поэтому здесь машины дешевые. А вот именно покупка жилья достаточно дорогое. Но те же самые шейхи, да, заботятся о своих настолько, что все знают про то, когда рождается коренной житель, ему уже на счет там зачисляют какие-то суммы денег. 20, 30, 40, может 50 тысяч долларов. Но многие знали, вот я не знал, что оказывается, когда ты женишься, берешь в жены девушку, то первая жена. Только первую жену. Только первую жену, потому что можно до 4. Такие обычаи, такие традиции, такая религия. За первенца своего и первая жена, когда дают 1 миллион дирхам. Это где-то 360 тысяч долларов. Как раз этого хватает, чтобы купить, даже выдают просто земельный участок, Да, земельный участок выдают. построить на нем дом и начать бизнес. Потому что здесь для своих вот именно стараются либо управляющие должности предложить, либо чтобы они начали зарабатывать на своем деле. Опять же, здесь очень много перспективных, развивающихся и уже развитых бизнесов, потому что, мне кажется, все производители, все фирмы, какие только есть во всем мире, стремляются сюда. Имеют здесь свои представительства. Да, да. Мы когда проехали, посмотрели, тоже, конечно, из окна автобуса, но посмотрели там любые марки автомобилей. То есть Феррари, Бентли, Мерседесы, все что угодно. Ямаха. Любые марки, любые бренды, пожалуйста. Все это приобретается, грубо говоря, точно так же, как вот сходить в магазин за картошкой. Интересно вообще все вот так вот. Для своих они делают все. Да. Да. Кстати, Про нам продукты тоже нам скажи. нам Про карточку это. озвучили, что минимальный доход за прошлый год коренного жителя составил 6,5 тысяч долларов в месяц. А если за ту же работу берется тот приезжий, потому что своих жителей здесь сколько? 1 700 000 Да. А так население где-то около 10 миллионов, да? Да, 9-10. 10, может 12, не знаю, как там получится. Подсчетом разные суммы, разные цифры. И тем самым коренные жители защищены. И еще один нюанс. На продукты питания они получают карту, оказывается. Она как называется, сейф, как сохрани, или что, или сова, давайте будем называть ее так, сова. И эта карта сова, она дает скидку 50%. На продукты. То есть ты покупаешь... Мы придем, купим за 10 долларов, они за 5. Да, вот так. Если так. Вот так вот. Очень все интересно, все продумано. И вот защита своего населения тут настолько прям вот хорошо организована. Меня это прям воодушевляет. Так что у нас еще осталось 2 дня. Будем дальше продолжать развлекаться, веселиться, отдыхать. И чего вам желаем? Хорошего отдыха и интересных путешествий. С вами был я, Сергей Перетягин. Ольга Перетягин. И Макс. Все, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И до новых встреч в эфире. Пока.